Всем привет, дорогие друзья! С вами Кирилл Орешкин и передача «Лучшие реплеи недели». В этом выпуске вас ждет мастер психологической войны, арта, которая почти смогла, еще одна новая номинация и самый загадочный на моей памяти разогрев. Начнем разогреваться прямо посреди заснеженного Виндсторма, где происходят, очень странные вещи. Сначала все идет гладко и ничего не предвещает мистику. Но Леопард в какой-то момент боя решает, что его миссия выполнена, и невероятно хитрым маневром забирает с собой на дно речки вражескую Е-25. Казалось бы, конфликт исчерпан, но не тут-то было. Неожиданно на Леопарда падает Т-25-2. Внимание, вопрос, это что было вообще? Очень плохая реакция? Приступ неконтролируемой ненависти к светлякам? НЛО? Непонятно. Но продолжим разогреваться на Прохоровке вместе с американской самоходкой Т-95. 1 против 8. Нет, если бы он затащил, была бы другая номинация. А тут снова загадка. Как из 8 противников ни один не догадался встать на захват? 2 минуты они ковыряли несчастную черепаху, которая даже доехать до базы вряд ли бы успела. Может, за голову нашего героя назначена награда? Или он слишком привлекательно двигал корпусом? В любом случае, молодцы! Ничья! Чем на самом деле можно объяснить такой массовый приступ жадности, я не знаю. Но самые загадочные события происходили тем временем на монастыре. Бой подходит к концу, счет 10-14, идет взаимный захват баз. Не нужно быть профессором математики, чтобы прикинуть, кто захватит быстрее. 96, 97, 98, 0. И все. Больше ничего не происходит. Из 7 выигрывает захватом. И без засвета мы даже не можем увидеть, что произошло на другой стороне карты. Поэтому, если нас смотрит кто-то из противоположной команды, пришлите, пожалуйста, реплей. Мы его покажем в следующем выпуске, ведь эта тайна не дает мне покоя. Конечно, есть несколько предположений. Может, ВБР начудил, может, виноваты гости с другой планеты, может, просто слепая жадность. Но я что-то совсем не уверен. Так что предлагайте в комментариях свои варианты объяснения, что же происходило в этих 3 реплеях на самом деле. На этом с разогревом все, переходим к номинациям. Звание захватчика недели получает игрок с ником Кипиш на ФВ-215Б-183. В долгом и напряженном сражении на Энске наш герой успел расстрелять большую часть боезапаса. Команда в принципе тоже сыграла неплохо, но недостаточно для уверенной победы. Так что британец остается 1 против 2. Вот он отстреливает последний премиумный хэш в НЛД вражескому Т-110Е3, но тот выдерживает и явно собирается отомстить. 44-ка выглядит не настолько опасным соперником, но списывать ее со счетов нельзя. Финальное столкновение с американской ПТ заканчивается в пользу нашего героя, но снаряд остался только один. Сможет ли он выбить дух из СТ за одно попадание? Выстрел? Нет. И тараном добрать явно не выйдет. Чтобы не затягивать бой, ФВ честно признается, что снарядов у него больше нет. Но, к сожалению, люди в наши дни совсем перестали верить друг другу. И потому 44-ка начинает выделывать всяческие маневры вместо того, чтобы просто подъехать и разобрать ПТ. Выбора у британца особо нет, и он на всякий случай становится на захват, повторяя, что боезапас иссяк. Но нет, противник всерьез уверен, что его не перехитрить, и продолжает беспорядочное движение и неточную стрельбу. Полоска захвата тем временем продолжает заполняться, и когда Т-44 наконец осознает, что танцы вокруг уничтоженных немцев ни к чему хорошему не приведут, становится поздно. И впрямь, у страха глаза велики, 48 очков прочности и пустой БК не помешали британцу вытащить этот бой. За такую убедительную психологическую победу захватом базы он и получает звание захватчика этой недели. Поздравляем! А вот и новая номинация – бронетанковый кулак. Она будет посвящена лучшим реплеям из командных боев. Победителем на этой неделе становится игрок с ником Зака-Зака на ВЗ-132. Что он вообще делает в командном бою, непонятно. Да еще и вместе с Пантерой 2 и без Т-1. У противников же команда собрана по более традиционной схеме. Французы, тройки и 2 Тэшки. Сначала отряд нашего героя отправляется на центр, а сам он едет в разведку по тылам. Но найти удается только припаркованный на краю карты брелок. Значит, вражеская команда заняла главную площадь и играет так называемый филиппинский деф. Стоит на удобных позициях и терпеливо выжидает. Наконец-то первые серьезные столкновения. ВЗ отправляется на помощь своим. Главную опасность для него сейчас представляет 90-ик. Один барабан может закончить приключения китайцев вдали от основного сражения. Но нет, француз получает 1 снаряд и скрывается, а наш герой все-таки доезжает до площади. Бой проходит очень напряженно. Танки обеих сторон стремительно теряют прочность и поочередно отправляются в ангар.
Счетчик фрагов нашего героя пополняет тройка, но, к несчастью, команда ВЗ заканчивается раньше, и тот остается в одиночку против 3 противников. Ну ладно, 2,5. ИС-3 получает пару снарядов напоследок, и сражение стихает. Надо ехать на защиту родного флага. Перестрелку с соткой в открытом поле лучше не начинать, так что наш герой все-таки доезжает до базы и без особого труда решает проблему захвата. Осталось 2 тяжа, а значит, действовать надо предельно осторожно. В первую очередь Светляк выяснил, где примерно находятся оппоненты, и попутно даже разок наказал самонадеянного француза. А вот и ИС-3. Отступление приводит китайца к новым проблемам. Неудачный выезд на линию огня сотки, и прочности почти не остается. Последний промах барабанщика оказывается спасительным. На перезарядке француз практически беспомощен, так что ВЗ решает пока что отложить разборки с ИСом и едет к базе. Выстрел, и француз остается грустно дымиться вместе с самим Руинбергом. Осталась только тройка. Выручить может лишь удачная позиция и немного везения. А вот и тяж. Первый выстрел оставляет ему меньше 200 прочности, но избежать засвета не удается. Противник реагирует быстро, но попадает в землю. Ответный снаряд китайца ложится точно в цель, и победа! За грамотные действия даже на странной для командного боя технике, умение предугадывать действия соперника и замечательные личные навыки Зака получает победу в номинации «Бронетанковый кулак». Отличная работа! В нашей свободной номинации «Отличник недели» на этот раз побеждает игрок с ником Vita Brevis на английской арте Bishop. Арты в последнее время все меньше и меньше, а действительно хорошую вообще днем с огнем не сыщешь. Но наш герой явно в курсе, зачем ему арт-прицел. С самого начала боя он уверенно забирает противников одного за другим. Не спасает даже пропадание из-за света. Видимо, даже если у командира нет 6-го чувства, оно вполне может быть у игрока. Спустя 5 минут у нашего героя уже 6 фрагов. Жаль, что союзники не так результативны. По правому флангу ожидается прорыв, так что британец принимается за зачистку. Минус ПЗ и следом минус еще ПЗ, только побольше. Артиллерия противника пытается выцелить упорного Бишопа, но безрезультатно. Последний союзник гибнет, но засвета как раз хватает, чтобы отомстить. 9-й фраг. В бою остаются одни САУ. Наш герой переезжает на более безопасную позицию и готовится встречать гостей. После тактического затишья британец решает оглядеться. Беглый осмотр местности выявляет разведывательный гриль в опасной близости. 2 выстрела и еще одним противником меньше. Но в процессе становится ясно, что вражеская арта тоже иногда попадает. Следом появляется Лоррейн и выбивает Бишопу наводчика. Впрочем, это не мешает британцу ответить точным попаданием. 11 фрагов. Последний противник явно где-то на своей базе, так что наш герой отправляется в наступление. Времени как раз должно хватить на путь и взятие флага. Прибытие как раз вовремя. Если не собьют, будет победа захватом. Заполняющаяся полоска вынуждает француза показаться, и начинается напряженная перестрелка через железную дорогу. К несчастью, вражеский снаряд таки сбивает все очки захвата, и теперь исход сражения решит только фугасная дуэль. Нашему герою удается снайперским выстрелом лишить противника почти всего запаса прочности. Но нет, бой заканчивается в ничью. А победа и звание воина недели были так близки, но не показать вам этот реплей и не наградить храброго британца за феноменальную игру мы просто не могли. Поэтому отличник недели. Поздравляем! В номинации «Воин недели» на этот раз побеждает игрок с ником Лёлик на Т-54. В этом бою на карте Харьков наш герой оказывается в самом верху списка, и он единственная девятка в команде. С одной стороны, это сильно упрощает дело, а с другой, вражеский Е-75 находится в таких же условиях. Если не предпринять ничего решительного, можно быстро оказаться в крайне невыгодной ситуации. Поэтому сразу в атаку. Т-43 первым совершает ошибку. Отступление не спасает, и она оказывается роковой. После небольшой перестрелки наступает затишье, а значит, пора менять позицию. Удачный заезд фланга приносит еще 2 фрага, но на севере карты все еще неспокойно, так что наш герой едет на зачистку. МТ-25 отправляется в ангар сразу, а вот Т-34-2 пытается сопротивляться, впрочем, не очень успешно. Следующая цель — ИС, но пока наш герой возится с тяжем, последние силы союзников стремительно тают. Так, спустя 5 минут боя Т-54 остается в одиночестве против 6 противников, включая Е-75. И они явно не собираются сидеть сложа руки. 54-ка сразу же оказывается в окружении и изо всех сил крутится в разные стороны, чтобы подставить под выстрел только прочный лоб. А вот и Е-75 подключается к перестрелке, но таракан не торопится сдаваться. Обмен уроном с таким противником явно не на пользу советскому СТ. Из дуэли он, конечно, выходит победителем, но хватит ли его еще на 5? Выяснить придется на практике. Т-25АТ в ближнем бою явно уступает 54-ке, а Комет так и вовсе переключился на фугасы.
Впрочем, толку от них в боевом плане маловато, зато взрыв БК получился намного красивее. 9-й фраг. Следом приезжает запоздалый Т-44, но у него даже лопнуть красиво не выходит. Остается еще двое, и наш герой решает подождать прямо на этом кладбище техники. Первым огребает Фердинанд, но приходится переключиться на ИСа-3, который решает закончить свой путь по уже традиционной для его команды схеме. Ну а за медлительным Фердинандом быстрее съездить самому. Заход с неожиданной стороны успеха не приносит, и вот время финального столкновения. Первое же вражеское попадание оставляет нашему герою 14 единиц прочности. Один неловкий маневр и конец. Но Фердинанд оказывается слишком самонадеянным. Рельеф работает в пользу Т-54, и немецкий бронесарай застывает на краю склона кучей металлолома. Победа! 12 фрагов, умелое использование всех особенностей своего танка и способность правильно расставлять приоритеты приносит нашему герою звание «Воина недели». Поздравляем! И на этом у Кирилла все, а с вами Ася, и я здесь специально, чтобы объявить лучший реплей прошлого выпуска. Победителем стал игрок с ником Аврил Лавин из номинации «Отличник». Поздравляем! Если вы не смотрели прошлый выпуск лучших реплеев, обязательно посмотрите. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать новые выпуски ЛРН и «Пока все в танке». Ну а это, пожалуй, все интересности на сегодня. Всем спасибо, всем пока!